Всем привет! Меня зовут Алина, и сегодня я хочу поговорить с вами об одном очень важном слове. Об одном очень важном английском слове, потому что на русском мы можем сказать его по-разному. Это слово to use. Казалось бы, такое короткое и такое простое слово на английском должно быть таким же и на русском. Но, к сожалению, у нас все не так просто. У нас целых 4 разных слова для одного английского to use. Поэтому сегодня мы вместе разберем все эти 4 слова и узнаем, как же правильно это сказать на русском. Для начала давайте назовем все 4 русских слова. Пользоваться, использовать, применять и употреблять. И начнем сначала. Слово «пользоваться» – несовершенный вид, и «воспользоваться» – совершенный вид. Его мы употребляем, когда говорим о прямом применении какого-либо объекта. То есть здесь не должно возникать никаких вопросов, почему мы им пользуемся. Так, например, мы говорим: «Я всегда пользуюсь лифтом» или «Она пользуется этим кремом для лица» или «Он постоянно пользуется мобильным телефоном». Все просто и понятно. Нет никаких вопросов, почему мы пользуемся лифтом, кремом или мобильным телефоном. Следующее слово – использовать. Очень похожий глагол. Единственная разница, что использовать – это применение какого-либо объекта в качестве чего-то или для чего-то. То есть здесь должна быть цель применения. Например, она использовала этот крем, чтобы увлажнить кожу. Увлажнение кожи – это была цель того, что она использовала этот крем. Плюс здесь мы можем употребить некоторые оценочные суждения, такие как хорошо использовать, плохо использовать, правильно или неправильно использовать, или эффективно, неэффективно использовать. И также, как вы могли заметить, здесь я дала только одну форму этого слова – использовать. Это и несовершенный вид, и совершенный. Да, такое тоже бывает в русском языке, потому что русский язык полон сюрпризов. И не удивляйтесь, если вы когда-нибудь еще встретите глагол, у которого есть только одна форма. И еще, что нужно знать об этом слове, это то, что его мы также можем использовать с одушевленными существительными, то есть с живыми объектами, такими как люди или животные. Например, «Он использует тебя». Как ты можешь этого не замечать? Третье слово. Применять несовершенный вид или применить совершенный. Это реализация какой-то технологии на практике. Например, мы широко применяем эту технологию на производстве. Это слово «применять» очень часто мы употребляем вместе со словом «широко». Именно это словосочетание вы можете часто видеть. Широко применять. И последнее слово. Употреблять несовершенный вид и употребить совершенный. Здесь, к счастью, всего 2 случая употребления. Мы можем употреблять слова и употреблять еду, пищу в рационе. Так мы говорим: он употребляет очень много слов-паразитов в своей речи. Или ей нельзя употреблять жирное и острое. Также от этого слова
как от всех других, в принципе, слов, мы можем образовать существительное употребление, которое очень часто вы можете увидеть или услышать в рекламах спиртных напитков. Это такая фраза: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Также я хочу обратить ваше внимание на употребление падежей после этих глаголов. Так, только после глагола пользоваться, воспользоваться мы употребляем творительный падеж. Пользоваться лифтом, пользоваться телефоном. Во всех остальных случаях после 3 других глаголов мы употребляем винительный падеж. Вот и все. Также, делая вывод, хочу вам сказать, что самыми популярными словами являются первые 2 глагола: пользоваться, воспользоваться и использовать. Именно их вы чаще всего будете слышать и будете употреблять. Даже русские, я думаю, очень часто говорят использовать слова вместо употреблять слова. И, в принципе, для нас, для того, как мы слышим, для того, как мы говорим, это не является такой же грубой ошибкой. То есть все нормально, если когда вы только начали изучать русский язык, вы будете употреблять только первые 2 слова: пользоваться и использовать. Люди будут вас понимать, это не будет супер огромной ошибкой, и все будет хорошо. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и изучайте русский язык вместе со мной.